Привет, друзья! Сегодня поделюсь с вами рецептом быстрой в приготовлении и очень вкусной маринованной капусты. Капустка по этому рецепту получается очень вкусная и хрустящая. Для начала подготовим маринад. В кастрюлю подходящего объема вливаем 1 литр воды, всыпаем 100 грамм сахара, 50 грамм соли, кладем пару лавровых листиков, несколько бутонов гвоздики и несколько горошин душистого и черного перца. Я буду использовать смесь из 4 перцев горошком, после чего хорошо все перемешиваем до растворения соли и сахара и доводим наш маринад до кипения. Пока вскипает наш маринад, займемся овощами. Капусту весом 2 кг необходимо нашинковать. Делать это можно любым удобным для вас способом. При помощи обычного ножа для шинковки капусты или любой шинковки для овощей. Для шинковки капусты сегодня я воспользуюсь своей незаменимой помощницей на кухне шинковки для овощей фирмы Бернер. С ее помощью можно быстро измельчить любое количество овощей, затратив минимум усилий и времени. Выставляю желаемую толщину и с ее помощью за считанные минуты 2 кг капусты превращаются в аккуратную соломку. Готовую капусту перекладываем в кастрюлю подходящего объема. Сразу оговорюсь, что данная кастрюля, выбранная мной изначально, не подошла, и впоследствии мне пришлось переложить овощи в кастрюлю большего объема. Поэтому заранее выбирайте подходящую тару для маринования. Затем меняю насадку на шинковке и натираю одну среднюю морковь соломкой. Морковку можно также натереть на крупной терке или на терке для корейской моркови. Это уже на ваше усмотрение. Вот такая аккуратная соломка из моркови у нас получилась. Отправляем ее в кастрюлю к капусте. И займемся другими овощами. Для приготовления данного рецепта нам понадобится 1 сладкий перец. Перчик может быть любого цвета. Так как у меня дома на тот момент оказалось 2 разных перца, я решила взять по половинке красного и желтого перца. Перец необходимо хорошо помыть, удалить семена и нарезать соломкой. Затем необходимо измельчить 1 большую головку чеснока. Это можно сделать любым удобным для вас способом. При помощи ножа или пропустить чеснок через чеснокодавку. Вот такой чеснок получился у меня. Отправляем подготовленный чеснок в кастрюлю к капусте. Туда же отправляем подготовленный сладкий перец. Когда соединили все овощи в кастрюле, их необходимо аккуратно, хорошо перемешать. Жамкать капусту не нужно. Задача стоит просто хорошо перемешать содержимое кастрюли. Пока мы подготавливали овощи, наш маринад вскипел. Выключаем огонь и вливаем в кастрюлю к маринаду 100 мл растительного масла без запаха. Сюда же отправляем 100 мл 9% уксуса. Хорошо все перемешиваем, и маринад готов. Заливаем подготовленные овощи горячим маринадом. Хорошо все перемешиваем для того, чтобы маринад равномерно распределился по всем овощам. Капуста была полностью покрыта маринадом. После чего капусту отправляем под гнет. В качестве гнета я буду использовать обычную тарелку и 3-литровую банку с водой. Через некоторое время капуста осядет. Я ее переложу в кастрюлю меньшего объема, накрою крышкой и уберу мариноваться в холодильник. Минимум на 12 часов. Прошло 12 часов, и наша капустка уже готова, ее уже можно пробовать. Хочу отметить, чем дольше стоит такая капуста, тем она становится вкуснее. Хорошенько перемешаю и для удобства хранения переложу капусту в чистую подготовленную 3-литровую банку. Вы же можете использовать для хранения данной капусты баночки любого объема, от пол-литровых, литр, 1,5 и так далее. Это все зависит от ваших предпочтений. Итак, капусту переложили в банку, теперь заливаем ее оставшимся в кастрюле маринадом. Данное количество капусты прекрасно помещается в банке объемом 3 литра и остается небольшое количество салата для того, чтобы покушать. Закрываю банку обычной пластиковой крышкой, убираю на хранение в холодильник. Такая капуста хранится в холодильнике или любом другом прохладном месте до 3 месяцев, но уверяю вас, что съедается она гораздо быстрее. Такая капустка прекрасно подходит в качестве закуски на праздничный стол или для повседневного использования. Вы только послушайте, как она хрустит.
Приготовьте вы вкусную быструю капусту провансаль по этому рецепту. Порадуйте себя и своих близких. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и жду вас вновь на своем канале. До новых встреч, друзья! Готовьте с любовью и не бойтесь экспериментировать на своей кухне.